Привет, YouTube! В этом выпуске проекта «Когда я вырасту» мы с вами разберемся, кто такой гончар и отличается ли он от керамиста, узнаем, где обучиться этому ремеслу и пройдем все этапы изготовления изделия. На этот раз моя задача не просто овладеть гончарным кругом, а провести в этой технике открытый мастер-класс. Давайте посмотрим, что из этого получилось. О-оу. А это цикля. Чтобы познакомиться с этим ремеслом, я отправилась в гончарную школу «Колокол» в Волгограде. Ее основатели, Лана и Гри, переехали в этот город по любви. Так говорят они сами. А как же так получилось, что, во-первых, вы в целом стали волгоградцами, а во-вторых, что вы еще открыли здесь гончарную школу? Выключай камеру, это надолго. В 1960 году, в общем, так случилось, что моя мама была здесь в студенческие годы, достаточно недолго, но была, и с детства как-то так мне вбрасывала информацию о том, что, Волгоград классный, он прикольный, он крутой. Но у нас были такие хорошие отношения с мамой, что в первую же свою поездку в Волгоград я решил опровергнуть всю ее точку зрения и приехать и сказать: нет, это не так, да. Вот, а случилось все иронично, и да, я наоборот убедился в том, что она говорила. А вообще изначально вы из Владимира, правильно? Да, из Владимира. То есть вы как бы решили сюда переехать и открыть, но вы думали, что здесь можно открыть, или это как-то вместе все совпало? Так совпало, правда. Мы даже вакансии какие-то отправляли, резюме. Чтобы просто переехать, да? Да. Когда мы узнали про «Колокол», мы уже планировали переезжать. То есть это был мой дипломный год. Мы как раз хотели, чтобы я закончила институт и уехать. Вот. И совершенно случайно увидели, просто проезжали на машине, увидели вывеску, типа «Гончарная школа». А мне давно хотелось попробовать. И вот так вышло, что после первого мастер-класса я попала на работу сначала глазировщиком, потом админом, потом мастером. И все это, в это время я сдаю диплом. Я взяла отпуск на нормальной работе, чтобы делать диплом, и устроилась на работу. Очень логично звучит. Мы ехали домой с работы, с архитектурной работы. Я увидела «Колокол», гончарная школа. Я пришла домой и прогуглила их. Мне вылез Воронеж. Я такая: это франшиза, прикольно. Захожу в Воронеж, и они такие: ой, у нас такая политика, один город, один колокол, вот свободные города. Я судорожно начинаю искать Волгоград. И такая: Гри, давай откроем колокол в Волгограде. Он так посмотрел на меня, как он умеет. И такой: ты типа ничего не пробовала, ничего не знаешь, в смысле мы откроем колокол в Волгограде? Типа вот сходи на мастер-класс, узнай, вдруг тебе вообще это не понравится. Вот, и все, мы как-то замяли этот разговор. И потом, наверное, месяца 4 не поднимали эту тему вообще. То есть это было как-то не запланировано. И я помню, как-то вечером мы возвращались домой. Это было уже начало лета. То есть это почти я сдала диплом. Мы уже начали постепенно паковать вещи, и он такой: давай откроем колокол. Ты подумал? Ты 4 месяца сделал бизнес-план, пока никто не знал, занимался серьезными вопросами. Вот, да, на самом деле бывал в школе достаточно часто, смотрел, как, что, зачем, почему. Но ты в это время работала, там уже вот эти 4 месяца, ты работала в «Колоколе». Вот, меня, наверное, купило то, что круто, что-то древнее на современный манер. То есть это что-то такое исконное, такое прям историческое, и мне показалось, клево. То есть ты не просто рисуешь даже, ты создаешь форму, и это делали уже до тебя тысячи лет. Это круто. Все-таки, если говорить о миссии, мы подумали, что очень много людей, которые погружены в рутинную работу, да, за компьютером, за станком, да неважно. Суть в том, что эти эмоции, которые ты испытываешь при работе с глиной, это, в интервью не рассказать. Я пробовала, я знаю. Да, нам приводят детей, говорят: вот моему ребенку надо, а я люблю им говорить: вам и надо. Вам тоже надо, и тебя вам даже больше. О, я взрослый. И все, и в этот момент ты перестаешь мечтать, радоваться, о чем-то таком думать. О дурацком, о смешном. Да, правда, порадовать себя какой-нибудь мелочью. И вот как в детстве, знаешь, тебе что-нибудь принести сладкое. Я такой: вот когда ты это ощущение испытывал, да?
Мы уже находимся в гончарной школе «Колокол», и на самом деле, маленький спойлер, мы уже все сделали. И поэтому с нами сейчас здесь сидит старший мастер школы Ксюша. Именно она сегодня мне все показывала. И сейчас Ксюша нам расскажет, что же мы вообще сегодня делали и как у нас эти две прелести получились. Я бы сказала, что мы сегодня учились обнимать глину своими собственными ручками. Так, ну и если быть более серьезными, то, как уже сказали, у нас был круг. Некая такая легкая медитативность с примесью интима, ну ладно. Вот. Что мы делали? Ну, естественно, взяли глину, отмерили ее, и затем чук-чук-чук, такой на шарик, прибили к кругу, подняли наверх, опустили вниз. Вроде пальцами можно еще раздавливать, чтобы до конца доводишь, и просто пальцы вот так вот сюда вниз. А вот этой стороной подавливаешь вот здесь, чтобы у тебя вот здесь тоже было ровно. Сформировали нашу будущую шайбочку, будущее как бы само изделие. Естественно, раскрыли полностью ее, подняли наверх, сами стеночки наши. Затем подсушили, естественно. Там, если что, где-то поменяли форму, вот это вот все. То есть, в принципе, мы сделали заготовку, то есть почти полностью готовые изделия. Единственное, что... Единственное, прилипло. Единственное, что она прилипла, да? Давай. Единственное, что она без ножки. То есть это еще не все. Буду обучать, рассказывать, как делать ножку, обтачивать и все остальное прочее. Затем в печку на первый обжиг. Он еще называется бисквит. То есть выглядит таким вот образом. Можно посмотреть еще, как меняется прям сильно цвет. И вот этот цвет зависит от химического состава вот здесь. То есть он может быть совершенно разный вот тут. То есть может быть, не знаю, черный, красный, серый, то есть любой на деле. Вот. А после того, как, получается, разгрузили печь, идет глазуровка. То есть чтобы изделие стало вот таким вот. И затем отправляется еще раз в печь. 1050 градусов, то есть еще повышается температура. Тут мы обжигали на 950, здесь на 1050. Получается вот такая вот красотень. После первого же дня занятия я записалась на маникюр и спилила все ногти под корень. Тот, кто когда-нибудь имел дело с глиной, поймет, о чем я. Но если вы только присматриваетесь к этому делу и любите длинные ногти, знайте, что эти две вещи несовместимы. После того, как Акси мне все объяснила, мне захотелось просто прийти и покрутить самой. Тихонечко посидеть в уголочке, пообниматься с глиной. Что, собственно, я и делала в следующий раз, когда пришла в школу. Но на тот момент я еще не познала глиняный дзен, и для меня было важно, чтобы изделие получилось. Но получилось ровно наоборот. На дне изделия образовалась вмятина, из-за чего я просто не смогла срезать кружку с гончарного круга. Но даже если бы я смогла, она бы все равно треснула в печи. Так что кружку пришлось... Нет, не выкинуть, а отправить в специальное черное ведро, куда отправляются остатки глины и бракованные необожженные изделия. После чего глина взбивается, выкладывается на сушку, переминается, и она готова снова стать каким-то изделием. В этот день после самостоятельной работы за гончарным кругом Юля, мастер колокола, объясняла и показывала мне ручную лепку. Во-первых, для того, чтобы я в принципе знала и умела работать с разными техниками, а во-вторых, для того, чтобы я справилась с задачей помощника мастера на предстоящем мастер-классе. Мы решили, что для начала я должна посмотреть и поучаствовать в МК у опытного мастера, ведь перед тем, как проводить его самостоятельно, мне нужно познакомиться с церемонией его проведения. А помощник мастера как раз-таки обычно и занимается лепкой, пока мастер занимается с учениками работой на круге. Через это проходят все новые мастера в процессе обучения. Мы в Воронеже даже пиццу в муффинной печи готовили. Пиццу готовили? В печи для керамики. Это очень вредно. Это ужасно вредно. Вы ели ее? Да, конечно. В смысле, это была разовая акция или это Да, это была разовая акция. Это было посвящение, знаешь? Надо было ее съесть, и только после этого ты считался. Ну, примерно так и было, кстати, да? Это было примерно в конце курса.
Как выглядит процесс обучения мастеров у вас в школе? Ну, то есть, какие это, не знаю, процедуры, какие это, чему они обучаются, сколько занимает этот процесс, и нужно ли иметь какой-то опыт, или можно прийти к вам, и вы научите всему с нуля? Мы не берем людей с опытом. Это принципиальная позиция. Мы пробовали, нам не понравилось. Потому что мастер в колоколе — это больше МС, мастер церемонии — это человек, который работает с людьми. И базовая штука — это именно провести человека через весь этот путь, это эмоции, да, то есть дать человеку насладиться глиной. А профессиональные гончары, они с вершины своего опыта не могут посмотреть на человека и на то, что он сделал какую-то кружечку, и кайфануть от этого. То есть, когда к нам приходит человек, мы стараемся провести его через всех мастеров. Да, то есть он, опять же, пока он учится гончарному делу, он вливается в команду. Вообще базово обучала ребят я сначала, но сейчас, если посмотреть, ну, как они крутят, они все крутят по-разному. И это очень классно, потому что у всех свой опыт, у всех там разные руки, разные тела, и они глину подстраивают именно под себя. Это очень классно. В плане времени обучения у всех по-разному. Во-первых, мы никого не подгоняем. В колоколе тоже есть такое, что это инициатива ребят, которые приходят. То есть мы не будем там бегать за тобой и говорить: приди, пожалуйста, да, вот давай мы тебе покажем. И мы их предупреждаем о том, что, ребят, будет брак. Ученики будут задавать вам вопросы, на которые вы не сможете ответить. Но ничего страшного. Вот. И самый первый мастер-класс ребята берут, когда они считают, что они готовы. Прошло 3-4 дня, как я не бывала в этих стенах. Я немного приболела, но сейчас я уже как огурчик. И решила, что мне нужно еще немного потренироваться, покрутить, попробовать поработать на гончарном круге самостоятельно, чем я сегодня и займусь. Ну что, погнали? Страшно мне, конечно, немножко, но... Я пытаюсь понять, что делать тут с этой тетюшкой. Потому что не знаю, как она у меня получилась. Ну, что-нибудь придумаем. Наша задача, короче, мы подняли глину, теперь мы должны ее опустить. О-оу. Вот что случилось. Это какой-то гном. У вас там сидит сущность в виде гномика. О! Отвалилась. Происходит страшное. То, что у меня в прошлые разы не получалось, но я пытаюсь с этим справиться. Сейчас вот этим стеком надо внизу, грубо говоря, сточить кружечку, глину внизу, выровнять ее такой формы, как она будет, чтобы потом ее аккуратно отрезать. Ставим сушиться. Поставили фен. Это лайфхак. Меня научила Акси, Ксюша. Можно оставить так фен и пойти пока убрать с собой то, что я здесь развела, грязючку. Все, сейчас мы будем срезать изделие с гончарного круга. Налили водички. И на самой минимальной скорости срезаем. Нужны сухие руки. О-оу. Мне кажется, сейчас мне придется ее выбрасывать.
она взялась? Я вообще не понимаю, я сделала ровненькое дно. Как так произошло? Вот, в прошлый раз, я знаю почему, потому что я сформировала его изначально, там была такая дырочка. А в этот раз, реально, вот, учитывая прошлый опыт, его прям сделала плоским. Короче, после всей этой процедуры еще очень большой процесс уборки. Что могу сказать? С первыми этапами мне уже полегче. Я как бы понимаю, как вообще, куда надо надавить, что сделать, чтобы глина придала нужную форму. Вот с финальными этапами пока у меня не очень. Мне не получается делать эту финальную обрезку стеком. Ну, короче, конечно, есть над чем работать, но этот процесс мне нравится. Обрезка изделия стеком мне давалась с трудом. Само оно получилось какое-то кривое и с дыркой на дне. Видимо, Лана посмотрела на все это и подумала, что ей нужно подключаться, и предложила покрутить вместе. В принципе, мы с ней все успели. Сначала она показала, как крутит сама, потом помогла мне в работе за кругом, и мы с ней даже успели сделать обточку тех изделий, которые я делала до этого. Но и тут меня ждала маленькая фиаско, когда я самостоятельно обтачивала изделие, я проткнула дно, но через пару дней я села обтачивать изделие сама, и у меня получилось. Так что напротив этого этапа изготовления тоже можно поставить галочку. Гончар и керамист — это одно и то же или это разные вещи? Если говорить о том, что ты представляешь, хотя говорят гончар, это ты представляешь человека, который на гончарном круге что-то крутит. Слушай, мы же задавались этим вопросом, кажется, и пришли к тому, что гончар — это тот, кто лепит, кто занимается гончарным ремеслом, конкретно, да? А керамист — это именно уже с профессиональной точки зрения человек, который разбирается в керамике. Как уже там глазури, как там все, какие методики, как чего. То есть это больше уже научно, мне кажется. Что такое создание керамики? Это не только форма, да, это отмятие глины. То есть ты как керамист ставишь сам все это в печь, ты знаешь режимы обжигов, ты разбираешься в соответствии материалов. Потом ты покрываешь это изделие глазурью, а тебе надо, чтобы характеристики глины и глазури подходили друг к другу. Тоже, да, тебе надо разбираться в материалах и в химии. Очень многие керамисты сейчас в России сами делают свои глазури. Да, то есть ты все это покрываешь, ставишь еще на глазурный обжиг, а потом у тебя ломается печь. И что ты делаешь? Ты чинишь эту печь. Что тогда самое кайфовое? Что самое крутое? Мне кажется, самое кайфовое — это научиться ошибаться. Ну это по жизни. Нет, то есть самый большой барьер вот тоже на нашем опыте, что почему у детей получается лучше. У них страха нет. Они не переживают за изделия, они хопа. Они, знаешь, даже дело не в изделии, они не переживают, что кто-то другой подумает, что они делают что-то не так. Они просто делают. И вот в гончарке есть это. Ну, еще такое, типа страх потери изделия. Это не работает. То есть это вот единственное такое, с чем я столкнулся, и преодолев это, я смог раскрепоститься как-то с глиной. То есть когда я подумал, что пусть падает, а пусть сохраняется. Типа быть готовым к тому, что что-то может произойти на любом этапе. До финала у меня дошли 2 небольшие кружки, и после обточки их ждал бисквитный отжиг. Какой-то бисквитный отжиг. Не знаю, что это значит. До финала у меня дошли 2 маленькие кружки, и после обточки их ждал бисквитный обжиг. Волнительный момент, потому что печь все расставляет на места. И если изделие сделано плохо, у него разная толщина стенок, где-то остался пузырик и еще 1000 причин, оно может треснуть. Но мои малышки вышли целыми и невредимыми после температуры 980 градусов. И впереди их ждало покрытие глазурью. Глазурование можно делать разными способами: окунанием, напылением, поливом или кистью, в зависимости от необходимого результата. Нам подходил последний вариант, и Женя, а в колоколе Жо, показала и рассказала, как это делается. Теперь смотри, мы будем делать внутри пролив.
Есть глазурь, которую надо вообще тоненько класть. Есть глазурь, которую надо прям пожирнее положить, потому что она такая полупрозрачная. Мы покрыли изделия глазурями кашемир и пихта. Те цвета, что вы видите сейчас, будут сильно отличаться от финального варианта, так как при обжиге глазурь меняет свой цвет. Мы отправили изделия в печь, и на этот раз их ждала температура 1050 градусов. Выйдут ли они из печи и какого цвета они будут, узнаем в самом конце. Итак, мы сегодня с Юджином проводим мастер-класс. Ну как он проводит, я стою рядом и поддакиваю. Поддерживаешь меня и дополняешь. И улыбаюсь, типа, да, все круто. Я сейчас с ним. Так, расскажи, что ты делаешь. Я сейчас готовлю, значит, для наших учеников заранее глину, чтобы нам было проще, и мы не заморачивались, не отвешивали. В общем, выигрывает для нас время. Ага. Ну, то есть на каждое изделие нужен какой-то вес, правильно? Да, количество, да, вот для чего там, для ложек и для кокоса. У нас, то есть, кокос будет, кокос-ложка и супница сама. Вот я для этого и делаю. Скажи, как все прошло сегодня? В целом мастер-класс прошел классно. Каких-то там тревожных моментов не было, все было комфортно, мы поймали тот вайб, который нам нужен был. То есть люди разговорились, люди начали смеяться, люди между собой начали общаться. Все выполняли свои задачи, свои роли, за которыми были закреплены, да. И, естественно, у нас все получилось классно и душевно. Короче, ты... Пока вставлю это как перебивку твое лицо. Если у тебя была еще раз такая возможность взять меня в помощники, ты как? Я бы только за, но здесь бы я бы больше давал возможность поработать с людьми за кругом, потому что это совершенно иной опыт и другая обстановка, потому что глина и работа за кругом — это достаточно интимная вещь, следовательно, другой контакт с людьми. Ну это да. Спасибо тебе большое, мне все понравилось. Спасибо тебе. Мне тоже было комфортно с тобой. Кайф. Итак, сегодня 10 марта. Как удалить словосочетание «и так» из своей головы? Сегодня 10 марта, и именно сегодня я провожу свой мастер-класс в Колоколе. Трэш-мастер-класс. Но на самом деле, думаю, что все будет нормально. Мы сегодня будем с учениками работать на гончарном круге. И я должна буду помогать им создавать кружечки. А сейчас вообще, каждый мастер в Колоколе должен приходить заранее, обычно где-то за полчаса, и подготавливать рабочее пространство, рабочий класс для проведения занятия. Давайте сейчас это сделаем. Стоперы, глина. Забыла, как это называется. А это цикля. Цикля. Тогда садитесь, куда вам больше нравится. Я очень рада вас видеть. Спасибо, что вы вписались в эту авантюру. Сейчас я предлагаю нам всем взять фартуки, которые там висят, и надеть их на себя. Мы с вами несколько раз шлепнем вот эту штуку об планшет, чтобы она, скажем так, отбилась. Вот. После этого нужно будет раскатать эту самую штучку, вырежем с вами по кругу эту тарелочку, и потом, вот этот важный момент, нужно будет взять эту циклю, согнуть ее вот так, чтобы она приняла вот такую вот форму, и разровнять все, что... Ну, просто вы, когда начнете ее так поглаживать, вы поймете, что ей придается такая ровная форма. Снова перевернуть и сделать то же самое с обратной стороны.
Присаживайтесь, да, сюда. Ваша задача первым делом пока просто придвиньте стул максимально близко. И наша задача сейчас тоже опустить вот этот вот, точнее опустить, а прям тоже довольно сильно попытаться попасть в центр круга. Вот такой более плоской стороной, да, так нужно раз, прям можно прям посильнее с размаху. Он должен как бы прилепиться. Можно прям еще посильнее. Во-во-во. Вот, а второй частью, вот этими пальчиками средними, мы как бы начинаем подтягивать, сопровождать сбоку и подтягивать, ну, не подтягивать вверх, а просто сопровождать, но давить от себя вот этой частью. Ага, от себя, то есть на меня нужно давить. Да. Для того, чтобы было не страшно, можно просто эти мокрые ручки взять и приставить. Одну в дно внутри, а вторую снаружи. Сейчас придаем ей такую форму. Наша задача как бы срезать глину внизу. Было норм. Я очень сильно переживала на самом деле. В целом, я думаю, что для меня мы все сделали супер. Вот. Ну, конечно, не для того, чтобы это изделие потом выжило и отправилось в печь. Но со своей задачей мы справились, мы попробовали, как это работает с глиной, как ее центровать, как искать центр, вытягивать стенки и так далее. Думаю, что ключевая история с тем, чтобы просто попробовать это сделать и объяснить ребятам, как это сделать, мы сделали. Были моменты, когда все как будто выходило из-под контроля, вот, но я собиралась, вот, вроде как научилась выравнивать ситуацию. Еще, ну, как бы мы немного не успевали по таймингу, потому что мы только с первой пары выкручивали 1,5 часа чашечку, вот, поэтому потом подключилась Наргиз и помогла мне провести вторую пару. Вот, она взяла на себя Вову, тем более это были ее друзья. Короче, не знаю, я в целом довольна. Когда ты крутишь сам, ты как бы понимаешь, каково это, там, с какой стороны от круга ты сидишь, как это работает, а сбоку я вообще иногда терялась, как бы как изделие исправить или испортить. Короче, все супер. Гостей на этот мастер-класс я приглашала через свой инстаграм. Вообще я часто анонсирую там разные прикольные движухи, акции, связанные с моим проектом. Вот и на этот раз участие в этом мастер-классе было для гостей абсолютно бесплатным. Но также это означало, что они не смогут забрать изделие домой, но смогут посмотреть на него в разрезе. Да, мы резали изделие пополам прямо на гончарном круге. А после этого оно отправлялось в то заветное черное ведро. Я благодарна всем, кто пришел на этот мастер-класс, и Наргиз, мастеру колокола, которая помогла мне с проведением мастер-класса, потому что я в итоге немного не укладывалась по времени. Все мы получили приятные впечатления и новый опыт. А теперь, как и обещала, рассказываю о судьбе кружек. Они выжили и... Посмотрите, какие они красивые! Кстати, это была наша первая посуда с мужем в новой квартире. Теперь давайте подведем итоги. Глина очень чуткий материал, и она сразу понимает, когда вы начинаете отвлекаться и думать о чем-то другом. Она перестает поддаваться и принимает совсем ненужные тебе формы. Но все получится, если ты сможешь отвлечься от всего и сконцентрироваться на процессе. Для меня это одно из самых медитативных занятий, которые я когда-нибудь пробовала. Страх потери изделия – это то, что мешает двигаться вперед. Как только ты его преодолеешь, ты начнешь понимать, что здесь и как работает. Да, тебе придется выбросить какое-то количество кружек, изделий, ну, в общем, все, что ты хотел бы сделать, но после того, как ты больше не будешь бояться, считай, что ты стал мастером гончарного круга. Стать мастером гончарной школы и проводить мастер-классы можно примерно месяца за 2. Но для того, чтобы освоить ремесло и делать качественные изделия на продажу, понадобится намного больше времени. Все это потому, что мастер в гончарной школе, он делает только часть работы с учениками, а все остальное делают другие специалисты. Например, глазуруют изделия, отминают глину, запускают печи и так далее. Даже если вы не видите себя в роли гончара или керамиста,
Мой вам совет. Посетите какой-нибудь мастер-класс по гончарке. Это новое впечатление и опыт, который даже не знаю, с чем сравнить. Ну, а на этом мы сегодня закончим. Если было интересно, ставь лайк, подписывайся на канал и... Впереди много новых профессий. Кстати, об этом. Пишите в комментариях, какую профессию вы бы хотели увидеть, и профессия, которая наберет больше всего лайков, обязательно появится на этом канале. С вами была Маша Пушка. До встречи в следующих видео.